Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие лимонные трюфели на белом шоколаде. Готовится очень просто. Нам понадобится 300 граммов белого шоколада. Его нужно растопить или на водяной бане, или, как я, пульсами по 20 секунд 3 раза в микроволновке. Когда растает шоколад, добавляем цедру одного лимона, 80 мл жирных сливок, выше 30% сливки должны быть, прогреваем их до горячего состояния, но не кипятим в микроволновке. И выливаем горячие сливки с цедрой в растопленный шоколад. Все перемешиваем до однородности. Когда масса станет однородной, добавляем 30 граммов нарезанного на кубики комнатной температуры сливочного масла. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И когда масса станет однородной, добавляем 2 столовые ложки лимонного сока и все перемешиваем до однородности. У нас получился ганаш на белом шоколаде. Накрываем его пищевой пленкой в контакт, чтобы он не заветрился. Даем ему полностью остыть и убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы наш ганаш стал стабильным. У меня в холодильнике простоял ночь ганаш. И сейчас мы будем катать шарики. Набираем чайную ложку с горкой с небольшой ганаш и катаем шарик. Лучше это делать в перчатках, чтобы от тепла рук ганаш не таял. Обваливать шарики мы будем в сахарной пудре, в фисташковых орешках мелко смолотых. И у меня еще есть вот такого желтенького цвета. Это сублимированный пудра из сублимированного лимона. Количество шариков зависит от их величины. Посмотрите, как симпатично у нас все получается. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Хранить эти конфеты лучше в закрытом контейнере, в морозильнике. И за 15 минут до подачи доставать их из морозильника, чтобы трюфели не потаяли. Посмотрите, какие симпатичные у нас получились шарики. Сейчас мы будем пробовать. Друзья мои, как же это вкусно! Нежнейшие трюфели с лимонной кислинкой, с ароматом лимонной цедры. Приготовьте. Это так просто и очень вкусно.